Однажды вечером в районе 9 мне поступил звонок от незнакомого мне абонента. Моя работа связана с большим количеством людей, звонков, и вообще мой номер был, мне кажется, чуть ли не у всей планеты разом. В трубке послышался довольно моложавый женский голос. Девушка обратилась ко мне по имени и по фамилии, без отчества, и сразу же с порога попросила встретиться, причем желательно сейчас. Вы, может быть, хотя бы скажете, кто вы и по какому, собственно, вопросу? Она в ответ мне называет имя и фамилию моей жены и говорит, что эта встреча необходима больше мне, чем этой позвонившей мне мадам. Скажите, а вот это не ее случайно номер? Я позвонила, там ответил женский голос и продиктовывает мне цифры мобильника моей жены. В общем, после непродолжительной беседы я говорю: если вы так настаиваете, мы можем, в общем-то, и встретиться. Она мне: ну диктуйте адрес. Я говорю: нам хватит, думаю, и помещения магазина. И говорю ей адрес близлежащего ларька. Накинул куртку и пока спускался в лифте, думал, кто же это может быть. На ум пришли две мысли. Врагов особо вроде нет, и выманить меня из дома какого-то плохого умысла, я думаю, не может быть. Остался вариант, что это розыгрыш жены. Она в этот момент была как будто вроде на работе. Их магазин цветов работает круглые сутки, и у моей жены бывают смены. Скажу вам сразу, что то, чем это оказалось, действительно можно назвать и фокусом, и розыгрышем от жены в одном флаконе сразу. Но лучше по порядку. В общем, спустился вниз, дошел до магазина, и через несколько минут к нему подъехало такси. Выходит девушка, годков так 23, и сразу же она меня узнала, хотя я вроде вижу ее в первый раз. Мы поздоровались, она вытаскивает из кармана кошелек и телефон, показывает мне и говорит, что вот, мол, живу я с одногруппником уже 2 года, у нас с ним отношения и все такое, и вроде как готовимся уже и к свадьбе. Живем мы с ним, конечно же, на съемной, я подрабатываю, и он тоже, а у него имеется машина. И с нашим графиком учебы тот якобы, вроде как нашел работу и вроде как курьером в цветочном магазине. Вот после этой фразы я напрягся. В общем, пока он уезжает развозить заказы, а бывают смены в том числе и вечером после учебы, она там убирает их квартиру, и готовит кушать, в общем, как у всех. И в ходе вот одной такой уборки она нашла какой-то незнакомый портмоне. Он в жизни не носил ни кошельков, ни портмоне. Я, разумеется, полезла внутрь. Там сим-карта. Вставляю в старый телефон, а сеть работает. Значит, картой пользовались-то совсем недавно. Я захожу там в сообщения на сим-карте, а там вот это, посмотрите. И тянет телефон опять мне в руки. Кручу в руках, смотрю, там несколько сообщений давностью около пары недель. О том, как это было круто, необычно, и что ему теперь придется среди ночи идти в душ. Смотрю, кому отправлены, а адресат номер моей жены. Она записана на симке как Марго, хотя всю жизнь являлась Машей. Я прошвырнулся в этом телефоне. Все эти сообщения, а также и контакт моей жены был сохранен лишь на сим-карте. То есть, когда вот эту симку он вытаскивал из своего мобильника, контакт моей жены и СМС оттуда пропадали. Когда вставлял эту сим-карточку обратно, все это вместе с симкой появлялось в телефоне там опять. «Вас как зовут?» – спросил я у мадам. «Алена». «Алена, я не знаю, как сейчас отреагировать. Наверное, я должен вам сказать спасибо, но сами понимаете абсурдность ситуации. Передо мной вдруг появился незнакомый человек и говорит, что все то, что я знал про свою жизнь и отношения с женой, оказывается вдруг наоборот. Короче говоря, стоим мы с ней, молчим. Я, находясь немного в шоке, тогда, конечно, записал и ее номер, и даты этих сообщений, после чего разъехались с этой Аленой по домам. Время 12 час ночи. Я попытался спать, но ночка превратилась в детектив. Я для начала попробовал понять, какие нестыковки есть в рассказе у Алены. Но, к счастью или к сожалению, я эти нестыковки не нашел. Разве что кроме одной.
Наутро я, уже сидя на работе, позвонил Алене. «Ален, а как вы, собственно, меня нашли? Ну вот вы взяли эту симку, увидели там незнакомый номер. Ну, как мы выяснили, это номер моей жены. Ну, а меня-то как нашли? Вы ж позвонили сразу мне». «Ну, значит, вы мне не поверили. Да очень просто. Там у него же написано Марго». Залезла на его страницу в соцсети и посмотрела, ну какие у него там Маша, Маргарита есть в друзьях. Наткнулась на лицо вашей жены и вспомнила, что видела ее, когда мы с ним заехали однажды вместе на его работу. А у нее в друзьях нашла и вас. У вас фамилия же одинаковая, вы же женаты. Но у вас же на странице есть и ваш номер телефона. Ну вот и все, загадок-то здесь нет. В тот день я сразу вспомнил разговор с женой по поводу ее работы и стремления к самостоятельности в области финансов. Я говорил ей, то, что ты хочешь заработать и не сидеть ни на чьей шее, это, конечно же, похвально. Но знаешь, эти вот твои ночные смены, Маша, короче, если что, то сразу же будет конец. В общем, я позвонил Алене еще раз и попросил дать мне ту симку с телефоном, хотя бы на день или на два. Приехал вечером домой, у жены выходной. Мобильник, как всегда, валяется на кресле. Я подождал, пока она вернется с кухни, встал, перекрыв входную дверь в наш зал, и прям при ней взял, да и позвонил ей на мобильный телефон вот с этой симки от любовника. Вот это было шоу. Хотя это сейчас мне это кажется даже веселым, а в тот момент не знаю, как сдержался, и не советую так делать никому. Когда жена вдруг начала метать глазами и, поняв, что сейчас из зала ей не выйти, вдруг быстро начала сбрасывать звонок, каждый, пожалуй, повел бы себя по-разному. Я достаю из джинс тот телефон любовника и прямо перед ее глазами ей набираю еще раз. У нее на лице буквально паралич. Вдруг начала дышать, как будто на этом кресле чуть не утонула. Я говорю, такие вот дела. Кроме «ты что?», больше ничего внятного я от нее в тот момент, конечно, не услышал. Вы удивитесь, но это не конец истории. После слез и соплей и всхлипываний из помещения ванной она пришла в зал якобы с повинной. «Я покажу тебе, смотри», — сказала она мне и запустила свой компьютер. И тут я удивился больше, чем когда узнал про ее тайного поклонника. Она мне показала, что с этим вот товарищем она, вроде как говорила 6 недель назад по почте и приглашала его к нам. «Ну и к чему мне эта информация?» – спросил я у нее и получил ответ, после которого я разозлился еще больше. «Да это я к тому, что ничего серьезного я не планировала, и он тоже. Это просто общение, а СМС, которые ты прочитал, касаются только того, что однажды там случилось виртуально, в интернете. Все, что написано про «было круто» и так далее, это случайность в интернете и не более. Были там несколько кое-каких взаимных фотографий, и все. В реальности мы лишь коллеги, да мы даже не видимся особо. Для чего он нужен? Он курьер». Понятненько, значит, общались-то на почте, поэтому особо в смс-ках ничего и нет. В общем, признание малой частички своего предательства, чтобы избежать ответственности за большое, это прием известный. Только, во-первых, вот эти их занятия в сети ничем не лучше, чем в реальности. А во-вторых, мне слишком много лет, чтобы поверить, что в сети они вот так, а в реальности, когда у них ночные смены, они сидят, пьют чай и друг на друга вообще не смотрят. Короче говоря, развод. Квартира мне, а вот машину ей покупали, к сожалению, до ЗАГСа. И хоть большую часть платил, конечно, я, это сейчас никак не доказать. В конце хочу сказать по поводу такой работы. Наверное, кто-то скажет, что, мол, ночная смена и так далее, и если отпускал, то сам, мол, тоже виноват. Считаю, что ночные смены – это лишь один из факторов, но вовсе не решающий. И если кто-то хочет изменить, изменит, хоть на работе ночью, да хоть в подъезде днем, когда выносит мусор. Держать партнера взаперти – это наивная затея. Как раз наоборот, если хочешь узнать партнера полностью по-настоящему, ему необходимо дать немножечко свободы и посмотреть на результат. Если вам понравилась эта история, не забудьте оценить ее и поставить ей лайк. Спасибо вам за просмотр.